Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этом ролике я буду делать дубовый стол своими руками, себестоимость которого примерно $75. Это ориентировочно 5000 российских рублей. За основу столешницы я решил взять дубовый мебельный щит. Такой щит можно купить во многих строительных гипермаркетах. Он есть из разных пород дерева: сосны, ясени, дуба, березы. Но если вы хотите купить материал максимально дешево и выбрать любой размер, то надо ехать туда, где его производят. По роду своей деятельности я был во многих оптовых фирмах по продаже пиломатериалов и знаю, что цена на мебельный щит в розничном магазине и оптовом складе может отличаться в разы. Одно из таких предприятий находится как раз в моем районе, называется «Из дуба Бай». Здесь не только продают мебельный щит, но также изготавливают изделия из дуба и помогают с распилом и обработкой мебельного щита. Что такое мебельный щит? По сути, это склеенные ламели дуба, пропущенные через рейсмус, с последующим шлифованием поверхности. Бывает щит цельнолямельный, когда целые полоски дуба идут на всю длину щита, а также сборный, когда щит собирается из полосок разной длины, он дешевле, чем цельнолямельный. Щит отличается по сортам, чем больше сучков, тем ниже сорт. Также они бывают разные по толщине. Мне больше всего нравится щит толщиной 40 мм. Щит, который выбрал я, сборный толщиной 40 мм, размер 2520 мм на 720 мм. Из него получится два стола. Еще тут продаются дубовые слэбы, но это уже тема для другого ролика. На месте я попросил, чтобы столешницу разрезали на две части. Один стол будет в длину 130 см, второй 120 см. А также на станке отформатировали, чтобы щит был в правильной форме. На предприятии это сделать гораздо проще, чем в домашних условиях, и стоит совсем немного. Пока ребята резали щит, я походил по мастерской и посмотрел, что они изготавливают. Вот стол из дубовых слэбов, покрытый полиэфирной смолой. Тут использовали 4 доски. А вот еще один вариант, который сделали из 2 слэбов. Мой щит распилили, теперь можно двигаться дальше. У меня получились две аккуратно вырезанные столешницы. Они и так уже красивые, но для дальнейшей эксплуатации их еще нужно обработать. Во-первых, скруглить острые края. Во-вторых, нужно шлифануть более мелкой наждачкой и покрыть защитным составом, маслом или лаком. Вот мой старый мебельный щит, который я покупал год назад и ничем не обрабатывал. Он весь затерся от рук. Вместе с новыми щитами я его ошкурю и покрою защитным составом. Также учтите, что если вы будете покупать тонкий мебельный щит, например 20-ку, то он может деформироваться. Для скругления краев я буду использовать такие фрезы. Какой радиус будет лучше, я не знал, так как буду делать это в первый раз. Поэтому взял несколько штук. Обязательно нужны средства защиты от шума и пыли. Для работы я нашел профессиональную шлифмашинку. Хотя можно было использовать и бытовую. Но в прокате, в принципе, можно было взять все, что угодно. Ну и, конечно же, пылесос. Так как щиты уже шлифованы, начинаю с наждачки с фракцией 120. Первый щит — мой старый замызганный стол. Я решил ему дать вторую жизнь. Теперь он стал выглядеть гораздо лучше. Так по очереди прохожу все щиты шлифмашиной с наждачкой 120 с двух сторон. Торцы сначала тоже проходил орбитальной шлифмашиной, но потом знающие люди сказали, что она заваливается и не будет плоскости. Надо использовать для этого прямолинейную.
Я спорить не стал, и действительно так получается лучше. После того, как все почистили наждачкой, пришло время скруглить углы. Для этого использую фрезу 3 мм. Процесс очень простой, сложно что-то испортить. Главное правильно все настроить и потренироваться сначала на каком-нибудь бруске. После того, как скруглили углы, ставлю на шлифмашину наждачку 180 и с двух сторон чищу щиты. Столешницы для стола готовы, теперь их можно покрыть лаком или маслом. Мебельный щит я буду покрывать защитным составом Aquatex Бальзам. Это смесь натуральных масел. И пахнет ничего так. И на вкус ничего. Я думал, чем покрыть щит, лаком или маслом, и решил все-таки покрыть маслом. Мне кажется, что новичку работать с маслом проще, и останется натуральная текстура дерева. Такое масло может применяться как внутри, так и снаружи помещения. Есть вся необходимая защита для дерева. Также есть разные цвета. Я выбрал несколько вариантов, так как не знал, как будет выглядеть масло на дереве. Наносить масло буду губками для мытья посуды. Излишки снимаю обычной тряпкой ХБ. Сначала я решил протестировать на старом деформированном щите, как будут выглядеть цвета. Первый цвет Aquatex наношу на небольшой участок. Далее бесцветный, уже другой губкой наношу тоже на небольшой участок. Затем цвет дуб. Аналогично наношу на мебельный щит. Также я решил поэкспериментировать и смешать бесцветное масло с цветом иней в разных пропорциях. При помощи шприца смешиваю масла. Затем наношу мочалкой на щит. Через 20 минут излишки масла снимаю тряпкой ХБ. Мне больше всего понравился белый цвет. Тут, конечно, на любителя. Для другого интерьера вполне может подойти больше бесцветный или дуб. Перед нанесением масла его нужно обязательно хорошо перемешать. Правила нанесения масла такие. При помощи губки или кисти наносите бальзам параллельно волокнам с избытком. Как написано на банке, внутри помещения срок службы покрытия до 18 лет. Внутри помещения наносится 1-2 слоя, снаружи помещения наносится 2-3 слоя. Следующий слой можно наносить не раньше, чем через 8 часов.
Таким образом обрабатываем все 3 щита. Через 20 минут чистой тряпочкой ХБ я снимаю излишки, которые не впитались в древесину. Полное время высыхания бальзама 2 суток. Точно такой же процесс обработки маслом с другой стороны столешниц. В конечном итоге у меня получилось такое покрытие. Гладкое, с проявленной текстурой и в то же время с защитными свойствами. Результат от этого материала мне понравился. С учетом того, что наносил я его первый раз, проблем у меня не возникло. Для будущего интерьера, где будут стоять столы, это идеальный цвет. Ножки для стола я использовал самые обычные из Икеи. Они продаются по 600 российских рублей, меньше 10 долларов. Покупал в Москве. Кому интересно, показываю артикул. Все ссылки на материалы, которые я использовал, будут в описании ролика. Вот такие 2 рабочих места у меня получились. С учетом того, что материал натуральный дуб, я потратил совсем немного. Спасибо за внимание, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, берите идею на вооружение. Желаю всем хорошего настроения, до новых встреч!